Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Начинающий Судомоделист. И можете меня поздравить. Я закончил сборку данного галеона Сан Джованни Батиста. Вот. Начал я эту сборку в далеком 2011 году. Тогда в киосках появился первый журнал. Он был в формате А3 на такой как бы картонке большой. Ну а потом уже просто выходили маленькие журнальчики формат А4. Вот. Ну и купили его первый, так, значит, скажем так, ознакомиться, посмотреть, что это такое, сколько журналов будет. Ну и в целом просто ради интереса купили. Вот. Я прикреплю фотографии, там в интернете есть, как выглядел этот первый номер. Вот. Но собирал я его где-то около года. Да. Как только дело дошло до мачт, парусов, я прекратил. Почему? Потому что я начал пытаться собирать. У меня не получалось. Я открыл там несколько журналов, да. Ну, то есть я где-то месяц собирал, вышло 4 номера. Я их подкрывал, посмотрел, что там, как делать. Я ничего не понял. И у меня оно не получалось. И я просто-напросто решил не портить, не переводить материал и просто не открывать дальше журналы. Но журналы покупались до 100 номера. Вот. Я их просто слаживал, ну и отложил вот. Через 10 лет я вспомнил про то, что у меня есть незаконченное дело. Но я хочу сказать, он у меня постоянно стоял на виду. Я его всегда видел, каждый день. Вот. Но почему-то в прошлом году, в октябре, решил закончить начатое спустя 10 лет. Вот. Ну, а почему я все-таки продолжил сборку спустя 10 лет? Да все просто. Где-то в ютубе попались в рекомендациях видео по сборкам парусников разных. Что-то я когда посмотрел некоторые видео, вспомнил, что у меня стоит тоже незаконченная модель. Можно, в принципе, доделать. Вот. Ну и с этого все началось. А потом я решил, может быть, стоит и видео записывать по этому поводу. Конечно, это не идеал, что я делаю, но первый парусник мой, ну, выглядит, конечно, неплохо. Мне лично нравится. Ну и уже и паруса. Я все это находил в интернете. Как правильно делать просто в журналах. Там все было просто. Привяжите просто блоки там по краям приклейте. И все готово. Все. В принципе, у вас все готово. Можете устанавливать. И парусник закончен. Но не все так просто, как оказалось. Электросы вшивал. Да и прочее. Как можно увидеть на примере вот моих парусов. Вот, пришлось первый раз сесть за швейную машинку. Да, конечно, в некоторых местах криво получилось. Но первый блин комом, да. Но будем стараться последующие модели, конечно, выводить, пытаться делать их лучше и лучше. Все-таки почему не будет следующей модели Катисарк? Да потому что, ребятки, модель это слишком большая. Он намного больше, чем Батиста. Ну, если не в 2 раза, то раза в 1,5, наверное, будет побольше Батисты. И материала там, естественно, будет израсходовано больше. А на данный момент я не могу заказать даже любой материал я не могу заказать ниоткуда. Вот. Даже те же блоки. Если на Батисте... Кстати, надо будет как-нибудь подсчитать, сколько блоков у меня ушло на Батисту. И сделать их вручную, конечно же, можно. Но это очень долго.
без какого-то оборудования, я не знаю. Ну, может, конечно, и обойтись какими-то такими мелкими инструментами, да. Рукотворно все сделать. Да все можно, конечно, сделать, но таких прям как заводские, вот уже готовые делают, да, в наборах идут. Ну, это слишком, наверное, тяжело так сделать дома самому. Но буду пробовать, экспериментировать, слазить по интернету, смотреть. Кстати, вот паруса, да, как я уже рассказал, все это я нашел в интернете, как их можно еще лучше сделать, красивее. Вот. Ну и перейдем все-таки к модели, которую я буду собирать. Это будет Jolly Breeze в масштабе 1 к 50. Почему я выбрал именно эту модель? Да потому что она мне понравилась. Красивая моделька. И еще потому что там очень мало, скажем так, мелких каких-то деталей. Наверное, поэтому. Ну и сама модель мне понравилась. Очень красивая. Вот. Полазил я, весь интернет облазил, посмотрел на многих сайтах чертежи, но нашел все-таки вот. Все тут есть. Все как надо, все это будем выпиливать. Даже указано, я так понимаю, вот ширина данных вот этих вот. Точнее, не ширина, а толщина материала, который нам нужен. Вот написано 1,5 мм. Ну, скорее всего, это толщина должна быть фанерки, да, на которой все это буду я приклеивать, потом выпиливать. Вот. Вот так же. Вот где-то 4. Тут тоже 1,5. Ну и самое главное, вот они. Самая основа, скажем так, этой Jolly Breeze. Вот оно все. Вот. Ну и почему еще маленький я выбрал, маленькую модель. Потому что надо будет набить руку на выпиливание вот этих всех деталей, да, все это буду выпиливать я ручным лобзиком. Родной вон он лежит, отдыхает. Ничего, готовься, скоро будем работать. Вот. А в батисте-то что? Все шло уже готовое. Мне оставалось всего лишь аккуратненько лезвием, ножичком вырезать, да. Ну, вот тут раз, два, тут было там 3, например, такие прихватки, да. Клац обрезал, все, зашкурил, обработал там чем, морилкой или еще чем-нибудь. Ну, кто чем. И устанавливай, клей вперед. Все, готово у тебя. А тут придется все делать самому. Обрабатывать. Уже конкретно так все делать. Клеить, выставлять. Все как надо. Я думаю, не все так будет гладко. Потому что где-то будет скос, где-то еще. Ну, будем смотреть. Вот. Для чего рассказываю? Ну, чтоб вы знали, что будет следующее на канале, какая будет сборка. И почему эта сборка. Вот. Конечно, Катисарк я собираюсь в будущем собирать. Собираюсь, конечно. У меня уже и чертежи я нашел. И я очень много времени, наверное, месяца 4. Ну да, где-то так. Уделял именно вот чертежам, да, Катисарк. По многим форумам лазил, картинки смотрел, кто как что делает. Где-то одно увидел, пригляделось мне, да, где-то другое. И чертеж тут основной я уже распечатал, все склеил, могу, кстати, сейчас показать. Вот, чтобы вы понимали, что вот оно вмещается даже на мой, скажем так, рабочий столик. 75 сантиметров длина вот этой вот штучки. Как оно, киль это правильно или нет? Не помню. Если даже вот так вот приложить Jolly, да, Breeze к этому, ну где-то даже до половины не дотягивает по длине. Еще вот сколько места. Ну, будем смотреть. Может все-таки наладится. И можно будет что-то как-то заказать. Ну а сейчас я вам покажу батисту немножко поближе, чтобы вы рассмотрели.
Ну, а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, не пропускайте видео. Смотрите прошлые видео. Комментируйте. И всем пока.